Так, ну что ж, я вернулся, и кажется, нам сейчас только что испортили всю дискотеку. Вообще непонятно по какой причине. На нас напали те же самые громилы, что и в первой главе на Родриго Бранко. Так, кстати, вот первая часть золотого пистолета. Диджей Макс Пейн. Или Диджей Пейн. Диджей Макс лучше. Да, пускай лучше уж так будет. Так, и, кстати, вот именно если вот в зале проболтаться слишком долго, то мы проиграем, потому что эти громилы уведут Джованну куда-то очень далеко. Поэтому здесь... Да. Нафиг этот провал сюда вообще рокстаровцы сюда вставили, я не пойму. Так, еще одна попытка. Давай. Вообще не пойму, как за такое короткое время всех можно успеть застрелить, но этот момент вообще очень классный. Вау! Всех успел застрелить, вот это круто! Вау, мне еще дали ачивмент из окна да в пламя. Да в полым, или как там называется. Так, из окна до... Из огня до в полымя, как оно называется, я не помню. Так, ну, музон тут, конечно, очень классно играет. Но плохо то, что Макс еще жесты не может исполнять. Так. Так, вообще непонятно, вот... Фишка этой главы в том, что те же самые громилы, которые напали на Родриго Бранко еще в первой главе, напали именно на Джованну и Фабиану и попытались вновь их похитить. Они пришли в клуб, по беспределу открыли стрельбу, и начался полный беспредел. I didn't need my Portuguese for Beginners phrase book to work out what was going on. The guy making the noise was the boss. He was sending them around to cut me off from the other side. And sure enough, a few seconds later, I had some company on the dance floor. В общем, похищение семьи Родриго Бранко продолжается. Эти пацанчики уже просто... Так. На, получаешь по навесное. Так, кстати, вот тут первая улика находится. Анорексичных красоток. Ой. A place you don't get through the door unless you're rich, beautiful, or in this instance, it seemed, a heavily armed psychopath. Так, вот еще одна следующая деталь. Кстати, улик здесь находится всего 6 улик и 2 оружия. Находим здесь. Вот следующая улика еще здесь находится. Уже потом я The usual. Scored goals, scored girls. The only box he'd be getting into now is the one he'd be leaving. Наверное, все бразильцы. Теперь я так думаю, огорчаться. Так, ну вот. Эй, пацанчики, давайте идите все сюда. Короче, они просто по беспределу напали на семью Родриго Бранко, достали пистолеты, по беспределу начали наезжать. Прям в открытую начали все это. Ой, что-то я забыл, как нужно нападать издалека. Ну хотя ладно. Натянули свои маски. Короче, все, нам нужно их тут всех перебить. Но слава богу, сейчас... Ну слава богу, именно сейчас нам не придется сейчас торопиться, потому что мы из зала вышли. Но эта глава хотя бы уже поразнообразнее, чем первая. Мы здесь почти что несколько танцевальных залов обойдем, в которых вообще очень классно находиться. Вот смотрите, как прожекторы классно освещают пол. Вообще странно. Я несколько пыль в него запустил. Почему он даже вздыхать не собирается?
На тебе еще диджеевский гопарь. Так, ну ладно. Так что же я говорю, почему же эта глава поразнообразнее, чем первая? Нам удастся здесь обойти несколько танцевальных залов и еще побегать по крыше. И побегать по крыше ночного клуба Сан-Паулу. Ну, можно сказать, что это типа как в Нью-Йорке. Но еще и полетать на вертолете. Вот где-то вот еще здесь также находится. А вот за вот этой барной стойкой находится две болеутоляющих. Так, где-то здесь. Не тут, по-моему, она была. Не с этой стороны. За тем столом должна быть. Да, я вспомнил. Лучше сделать это под кайфом. Да уж. Лучше ничего просто быть не может. Так, здесь можно найти две улики. Вот следующая улика. Don't shoot, por favor. You an American? Sure. Yeah, I'm from Steele, North Dakota, just outside of Bismarck. Anders Stetling. This is some place, huh? They told me it was a little fresh, but I wasn't expecting things to be quite like this. No? No, see, I've seen things. I was a cop for 25 years. I've seen men run over by combines. I've seen husbands who just ate their wives, but a gunfight at a disco. You were a cop? Yeah, just retired. Oh, what a life that was. And it gave me the money to raise a family. Oh, I got a girl at college at Wisconsin and a boy who's playing football for Minnesota State. You want to see their picture? No, that's all right. Sounds nice. Listen, you stay in here. Don't be a hero. Oh, I won't. I'm retired. Happy, healthy ex-cop? Give me a break. Да уж, Максу можно только такому... Ему можно только позавидовать. It looked loud and expensive enough to be Fabiana's. Her fashion sense didn't leave a whole lot of room for imagination, let alone food. The girl sure knew how to draw the eye, and maybe that was the problem. But at least I was heading in the right direction. Так, еще две улики можно найти. Еще 3 детальки нам нужно, чтобы полностью собрать все золотое оружие. Тот самый американец, которого мы нашли, Макс ему, наверное... Макс ему, наверное, все так же завидует. Ку-ку, ребята! Ну давай. Покажи свою тыкву. Ну, по крайней мере, хоть какой-то... Хоть какой-то полицейский американец, хотя бы, по крайней мере, в отличие от Макса, живет счастливой жизнью. По крайней мере, ему повезло, чем Максу. Victor's political campaign was starting to come unstuck. Seemed the Bronco's luck was on the turn. If only that was the worst news they'd received that day. Так, я вот еще не могу понять, где золотую деталь здесь можно найти. Я ведь еще где-то здесь находил, но я не все золотые детальки именно тут нашел. Так, удивительно то, что я здесь только с пистолетом бегаю. Обычно я всегда какое-нибудь оружие подбирал. They were still alive, at least. This crew was starting to look a lot like friends of the gatecrashers at last week's party. These guys had some real issues with the Bronco. Пришло время остановить этих ребят, которые хотят перейти Максу дорогу. О, нифига себе, ты чё, издеваешься, скотина? Да не может такого быть. Даже... Вообще идиотизм полнейший. Во время полета полетаем, например, с какой-нибудь высоты начинаешь стрелять в несколько патронов противника, то он вообще никак не дохнет. Вообще это странно как-то даже. Но ресторанчик неплохой такой. Красивый. Так, это мне кажется? Или там как будто бы что-то есть? Да, и кстати... This wasn't the time to be second-guessing myself. I had to hurry or I'd lose them. Кстати, по поводу моих новостей подкаста, которые я выпускал на своем канале, по поводу анонса GTA 5
на ПК-версию. И что же вы думаете? Конечно же, Rockstar опять обидели фанатов ПК-версии. У кого нет приставки, они опять перенесли анонс GTA 5 на ПК именно на 14 апреля. Это вообще просто полнейший кошмар. Просто не может быть. Не может такого просто быть. Просто не может быть, а? Мне кажется, я вот даже совсем никак не удивлюсь, если Rockstar опять перенесут анонс. Ой, или как? Или я перепутал релиз с анонсом. Блин, извините меня. Если что, вы извините меня. Так, ну с этого момента мы теперь уже попадаем на крышу. I knew this was going to be a bad idea, but in the continued absence of any good ones, I decided to go with it. What a view. I guess my time in Sao Paulo wasn't quite the paid holiday in the sun I'd been promised. At least I was getting shot at by a middle-class psychopath. These guys weren't messing around. This place was like Baghdad with G-strings. A couple of more seconds and I'd have given some poor street cleaner a crappy start to his day. Давай беги, Макс. I had a ride to catch. Вот это круто. Как Макс осмелился это сделать? Jumped us. Same guys from the party, I think. They grabbed the girls and Marcelo, but he's here now. Yeah, don't worry about me, homie. I'm just a guy paying you lots of money to protect me. Yeah, what were you Ты пил там, что ли? Bet your ass I was. You try staying in there for 5 minutes sober. Hey, oh yeah, look, there they are. Quick, get after them. Are you crazy? We can't just leave her. Max, you gotta do something. Come on, get the rifle back there. Так, сейчас нам предстоит интересная задача. Нам нужно будет очистить всю крышу против противников. Но прицел, конечно, тут не очень удобный. Такой же, как в серии Resident Evil, начиная с 4-й части. Иногда с этим прицелом можно также как-то затупить. Просто мазать почти что начинаешь, как криворукий рак. Ракование какое-то. Ну ладно. Совсем ручной. Также забыл добавить, что в третью часть добавили что-то типа ачивментов. Необходимо выполнить какое-нибудь такое испытание, чтобы далее что-то типа ачивмента. Что-то типа ачивмента, например, пострелять или убить противника с приседа или, например, с полета. Но это как-то совсем даже не важно. Это не... Эти ачивменты вообще не в игровом сервисе. Нам дают ачивменты совсем другие. Полноценные, настоящие. Давай, давай, давай. Так, ну что ж, давай, давай, давай. Побежала по новой, будто и как будто это чем-то поможет. Ну нифига себе, как они на вертолете гоняют. Вот это вот уже совсем просто что-то крутейшее. Так, 5 патронов, хоть бы мне и хватило. Как меня это же достало. Так, ну вроде бы всех мы убили. Этого нужно убить. Вот так вот. Ох, ну нифига себе, как у Макса еще хватило сил ухватиться за вертолет. Вау. Ну нифига себе, Макс еще держится за вертолет, и он еще также может целиться с вертолета, чтобы всех расстрелять. Как это у него вообще получается? Это уже какой-то суперский боевик прям.
Но у меня просто нет слов, как это все описать. Но, в общем, это не важно. Макс наш еще на ногах. Его это никак не испугает, если он упадет с вертолета на крышу или еще что. Or maybe they just assumed the Bronco's security team consisted of more than a drunk American has-been and a Brazilian never-was who should have paid more attention in flying school. Either way, I needed to find Giovanna before they did. Так, ну ладно. По крайней мере, нам теперь дали халявный ингрэм. О, револьвер 38-го калибра у нас откуда? Нам теперь сейчас предстоит пробежать по крыше. Наконец-то мы из этого клуба вырвались, в котором любит мистер Блэкстер тусоваться. Хотя ладно, я шучу. Я вообще хрен его знает, где он там как тусуется, этот Тимати. Эй, да ты чё не дохнешь? Ай-яй-яй, поднимайся, поднимайся. Но глава вообще не такая уж и длинная. Но она на 15-20 минут дольше, чем первая глава. Так. Где же там? Ах ты гадина! Нифига себе, как он меня бортанул-то так, а? Цельтесь с помощью... Так, а про вот это я что-то совсем забыл. Об этом ничего сказано в первой главе не было. Эй, да ты чё? Да, и, кстати, могу сказать, что без фейлов тут почти что никак почти не получится. На каких-то конкретных главах, где там усилия уже точно нужно... Какие-то усилия уже прилагать нужно, чтобы без фейлов постараться пройти ту или иную главу, которую мы будем проходить. Но сделать это бывает иногда даже проблематично. Блин, зачем я дробовик этот вообще взял, дурацкий? Макс наш что-то вообще совсем что-то ступил. Оп. Так, у меня жизни уже совсем мало остается. Макса почти что могут сейчас загасить из нескольких быстрых попаданий. Например, вот в первой части даже на самом легком уровне сложности Макса могут убить даже с 5 пистолетных попаданий. С 5 пистолетных попаданий на самом легком уровне сложности, что вообще даже как-то усложняет задачу многим игрокам. Я даже сам этого не знал. Так, последний противник у нас тут где-то остается. Где-то здесь он за углом находится. Ну все, мы всех убили. The odds on Giovanna still being alive were getting worse by the second, and if Fabiano wasn't dead already, I was guessing pretty soon she'd start wishing she Так. was. I was up for one god-awful performance review. Ой, зачем? Только стукнулся об стенку. Ну где-то же была же последняя деталька. Procrastination, one of the many contenders for my epitaph. But if I didn't get to Giovanna soon, the Broncos would be writing hers tomorrow morning. Так, ну, скорее всего, я эту золотую детальку где-то упустил, потому что эта винтовка должна была у нас появиться в этой главе лишь только один раз, когда летаешь на вертолете. Where the hell was Passos? We were two failed cops failing miserably at being bodyguards. He approached everything with about as little preparation as I did. Maybe that's why we got along. Поэтому, скорее всего, я ее упустил. Но зато нашел все улики. It was Giovanna's necklace. Now I just had to find the rest of her. Так, ну что ж. I already wasted enough time.
if I had any hope of saving her, I На had этом to move вторая back. глава заканчивается. Теперь мы будем дальше проходить третью главу. На этом я с вами попрощаюсь. Увидимся в следующей главе. Спасибо вам всем за внимание. С вами был xtokiocraig. Увидимся в следующей главе. Всем вам удачи и пока. Don't worry, we're gonna get you out of here. Assholes. Where is he? Is he okay? Had to make a quick detour. He's fine. He's right there. Oh my god. It's Raul! Giovanna! No! What the hell are you doing? Giovanna! Hey! No, nothing. Go. Seems like I wasn't the only guy around here who had taken his eye off the ball. Are you okay? My weakness was the drink. Passo's was the sister. Things were turning pretty ugly in this town. The boss's girl was gone, and part of me wished I was too. Well, what choice do we have? We have never paid out ransoms before. But I don't know. I don't like the feeling of this. What about you, Max? I don't know. I'm no expert on hostage negotiations. I know people who are, but they're in America. We don't have time for America. I know you're right, Marcelo. It's not like I don't have the money to pay. Father made a lot of money. We have always been targets. We all know that. But much as it pains me, I don't see we have a choice. Maybe after we pay, we find out who did it. We have them... Well, we all know what I'm saying. Who do you think is targeting your family? Haters. Who can say? Life in this country is not easy, you can see that. I have tried to do business the right way, but that's not always possible. Of course I made enemies, but I've also paid a lot of bribes. I have no idea. It's probably that street gang trying to get at me. I don't know. People I know have tried to reach out to this group. Comando Sombra. They're not from any of the favelas around here. They're linked to the drug business. Now, what have I got to do with drugs? Nothing. Everybody loves money. I just want my wife back. We can take the money to them. Sem fazer cagada, hein? Estou ali, pô! Ei, vocês aí, parados, filho da puta! Parado aí! Bota essa arma no chão! Hey, put the gun down. Put down your gun. Bota essa arma no chão agora! Slow. Não faça nada, estúpido! Me mostra o dinheiro! What's he saying? Open the bag. Show me it's full of money. Depressa, porra! Depressa! Easy, pal, easy. Vem! Apparently someone up in the nosebleeds didn't like the game we were playing. The money was gone, and I was next if I didn't get off that field. The bullets came from long range. They were well-armed professionals, and I was starting to feel decidedly amateur.